Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Любой показ французской люксовой марки Balmain на неделе моды в Париже не случайно собирает толпы поклонников, а первый ряд приглашенных гостей всегда заполнен звездной элитой. Здесь умеют предложить что-то особенное, удивить даже самого искушенного зрителя. Вот и нынешняя презентация коллекции весна-лето 2025 получила наивысший балл за высококлассное исполнение на грани кутюр. Сегодня на подиуме объединились мода и красота. Причем в прямом смысле слова. Модное шоу оказалось своеобразным заявлением о том, что Balmain снова вошел в самую широкую категорию роскоши из всех – бьюти. Как заявил в комментариях креативный директор Оливье Рустен, мода не может существовать без красоты, а красота без моды. Красота – это часть вашего силуэта. Как и одежда, она часть того, кто вы есть. Я хочу представить красоту всех без исключения. Накануне презентации весенне-летней коллекции бренд запустил новую линейку Balmain Beauty. Первыми продуктами стали 8 ароматов. Об этом важном моменте теперь напоминают наряды, которые по своим очертаниям повторяют форму флаконов духов, а некоторые девушки-модели и вовсе несли ароматы в руках, намекая на новый продукт компании. Да, безусловно, получился не самый практичный и функциональный гардероб на теплый сезон. Зато один из самых обсуждаемых, самых узнаваемых, самых уникальных, что немаловажно в мире фэшн-искусства. Футуристичный крой, гламур 80-х, золотой блеск 2000-х и щепотка сюрреализма. Так вкратце можно описать коллекцию Balmain, где стоит выделить несколько наиболее интересных моментов. Первым делом хотелось бы отметить модные образы, с которых стартовало шоу. То, что кажется рисунком по ткани, по факту создано путем ручной вышивки сотнями тысяч перламутровых бусин. Глаза, губы, ногти, столь реалистичные изображения Оливье Рустен предложил на смену экстравагантному леопарду. Подобные решения в качестве принта на одежде в духе нулевых долгие годы пролежали в категории самых жутких антитрендов. Но креативный директор Balmain вернул их к жизни, украсив сюрреалистичными вставками макси и мини-платья, укороченные жакеты и блузы. Выглядело это все безумно стильно и провокационно. Акцентные плечи – тоже не менее яркий штрих в модном силуэте. Тренд, безусловно, не новый, но дизайнер усилил визуальный эффект, добавив очертаниям еще больше гипертрофированности, сильнее выделив и заострив эту деталь. Столь необычные плечи в форме высоких угловатых бантов смотрелись невероятно футуристично и как-то настойчиво утверждали – вот она, мода будущего. Гардероб на весну невозможно представить без одежды из кожи. У Balmain, конечно, учли этот момент. При знакомстве с новой коллекцией, друзья, стоит взять на заметку роскошные сапоги, брюки в стиле городской амазонки, короткие шорты. Носить подобные вещи нам рекомендуют в образах Total Black в сочетании со строгими жакетами и блузами. Отдельной строкой отмечу наряды в полоску. Они составляют единый тематический блок, который, мои дорогие зрители, вы точно не пропустите при дальнейшем просмотре. Здесь полоска вышла из категории принтов и стала объемным декором. Внешне все очень напоминает твидовые костюмы в духе Шанель. Однако на самом деле полосатый узор создан из жемчуга, массивных цепей. Либо это мелкие стразы, пайетки плюс фактурный материал с добавлением сияющего люрекса. В сочетании с необычным кроем, акцентными плечами и фигурными объемными бедрами такие платья, юбки, костюмы смотрятся очень нарядно. В офис подобные вещи вряд ли наденешь, но для светских вечеров самое то. Ближе к финалу в цветовую гамму коллекции дизайнер добавил сочный алый тон губной помады, нежный розоватый оттенок пудры и более телесный цвет тональной основы, а бархатный черный здесь намекнул на тушь для ресниц. Но на этом отсылки к главной теме коллекции не заканчиваются. Бьюти-тренды Оливье Рустен раскрывает не только в одежде, в скульптурных линиях силуэта, но и в аксессуарах. Украшения, обувь, сумки, ремни – почти в каждом предмете можно разглядеть флакон духов, бутляр для помады, палетку теней. Когда в мире моды преобладает минимализм, уличный стиль, офис-кор или тихая роскошь, дизайнер продолжает двигаться в своем собственном направлении и не устает удивлять множеством новых оригинальных решений, включая выбор материалов, фантазийное исполнение и сложный крой. Что еще сказать? Впечатляет. А ваше мнение, мои дорогие зрители, я, как всегда, жду в комментариях. Не поленитесь черкнуть пару слов и поделиться этим видео с друзьями. Спасибо большое вам за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку.
Приятного просмотра, всем красоты, совершенства и только позитивного, солнечного настроения!